В одном из самых неожиданных и захватывающих открытий нашего времени группа исследователей и дайверов наткнулась на нечто невероятное в глубинах океана. В удаленном месте, где подводные течения создают сложную сеть пещер, внимание группы привлек необычный объект, который проблескивал сквозь толщу воды. Первая мысль была о затонувшем корабле, но чем ближе они подходили, тем яснее становилась истина. Перед ними был самолет. Погружение в пещеры оказалось сложным, тесные проходы и мощные течения создавали опасную обстановку. Но опытные исследователи не отступали. Они продвигались все глубже, и вот перед ними в полумраке, в безмолвии глубин замерли остатки летательного аппарата. Это было невероятно. Очертания корпуса и крыльев едва угадывались сквозь слой времени. Вопросов было больше, чем ответов. Первоначальное обследование показало, что это был самолет времен Второй мировой войны. Как он оказался здесь, в этих пещерах, на глубине более 100 футов, оставалось загадкой. Ни в одном историческом документе не упоминалось о сражении или авиакатастрофе в этом районе. Образцы, взятые с обшивки самолета, подтверждали его возраст и происхождение. Из немногих уцелевших фрагментов на борту удалось заметить символику, которую редко можно было увидеть на самолетах союзников. Все это делало находку еще более таинственной. Однако самое интересное ждало впереди. Загадочный объект, засевший в глубинах океана, скрыл в себе секреты, которые могли бы пролить свет на одно из самых темных и неразгаданных сражений в истории. Что еще хранило это место? Неизвестный самолет Второй мировой. Забытая история. Самолет, обнаруженный в пещерах, стал настоящей сенсацией. Его дизайн резко отличался от известных моделей того времени. Исследователи, едва сдерживая восторг, начали детальное изучение. Они заметили, что корпус самолета был обшит металлом, которого не использовали на технике союзников. Им удалось установить, что это была экспериментальная модель, о которой не писали в учебниках по истории авиации. Дальнейшие исследования превратили находку в настоящий детектив. Некоторые части самолета были снабжены технологиями, которые считались недоступными на тот момент. Было очевидно, что инженеры, работавшие над проектом, находились на острие прогресса. Но то, что удивило больше всего, это невероятная сохранность внутренних элементов. Приборы и панели управления, казалось, застопорились во времени, как будто ждали своего возвращения на поверхность. Интересно, что документы и материалы, найденные на борту, были написаны на незнакомом языке или шифре. Это вызвало настоящий шквал вопросов среди экспертов. Анализы и дешифровка документов начались незамедлительно. Никаких упоминаний об этой модели не было в архивах ни одной из воюющих сторон. Выглядело так, будто самолет не принадлежал ни одной из известных армий, а был частью секретного проекта, о котором никто не знал. Тем временем команду исследователей охватило еще большее волнение. В пещерах нашлось нечто большее, чем просто техника времен Второй мировой. Это открытие обещало целую сеть тайн, которые могли бы кардинально изменить представление о том периоде. Что же скрывалось еще в недрах этой таинственной подводной пещеры? Разделившиеся части, призрачные свидетельства. Исследователи обнаружили, что самолет, словно разделенный пополам, застыл среди остатков древних пород. Эти части, будто оставленные в спешке, были царством призраков, разрозненных и загадочных. Как могли такие массивные конструкции попасть сюда, не вызвав при этом ни одного следа в истории? Члены команды с трудом верили в реальность происходящего. Две части самолета лежали на глубине около 150 футов друг от друга, словно кто-то оставил их на этих каменных полках целенаправленно. Одна из частей невероятно была частично встроена в скалу, как будто сила природы сама решила скрыть улики от посторонних глаз. Когда они начали более детальное исследование, то наткнулись на странные отметины на одной из частей обшивки. Эти следы, напоминающие стертые от времени символы, не были ни на чем другом, что им доводилось видеть. Возможно, это было частью оснастки, созданной для миссии, о которых не упоминалось в учебниках или отчетах разведки. Но что этого не хватало, так это ощущение простого объяснения. Инженерные решения, использованные при создании, превосходили все известное той эпохи. Со временем внутри одной из частей удалось обнаружить нечто удивительное, некий механизм, который, казалось, не вписывался ни в одну из известных технологий. Это устройство, словно заточенное в своем металлическом убежище, могло бы показать, что его создатели предвосхитили свое время. Команда пыталась его активировать, но это оставалось загадкой, которую еще предстояло разгадать. Внутри другой части, спрятанной в каменной нише, они нашли контейнеры с образцами материалов, происхождение которых оставалось неизвестным. Эти находки напоминали, что самолет не просто упал сюда, а нес в себе миссию, которой мы, возможно, никогда не узнаем. С каждым открытием становилось ясно, загадка, погребенная в этих водах, была куда глубже и таинственнее простого разбившегося самолета. Что же скрывали эти части? Что могло бы пролить свет на неизвестные аспекты войны? Тайны сражения, которого не было. Пытаясь реконструировать события, исследователи пришли к еще более загадочной и захватывающей гипотезе. Самолет оказался не только неизвестным прототипом, но и участвовал в сражении, о котором не оставлено никаких записей. Вопросов становилось все больше.
Как могла пройти боевая операция, если о ней никто не знал, и почему доказательства остались скрытыми так долго? Дальнейшее изучение обломков привело к шокирующим открытиям. На внутренней стороне одной из частей фюзеляжа исследователи нашли следы, которые напоминали выстрелы из огнестрельного оружия. Эти отметки, едва различимые, указывали на то, что самолет подвергся атаке. Но кто и почему мог атаковать машину в таком удаленном месте? Полное отсутствие официальных данных о подобных стычках вызывало еще большее недоумение. Пока команда пыталась понять, что произошло, они наткнулись на еще один необъяснимый факт. Внутри кабины пилотов исследователи нашли журналы с записями, содержащими даты, которые не совпадали с известной хронологией боевых действий во Второй мировой войне. Эти записи, казалось, свидетельствовали о миссиях, которых никогда не существовало в официальной истории. Даты, места и цели не совпадали ни с какой известной операцией. Исследуя дальше, они обнаружили в задней части самолета отсек, помеченный как секретный груз. Однако внутренняя комната была пустой, словно из нее отчаянно что-то вытащили перед самым крушением. Возможно, груз был настолько важным, что его успели спрятать или уничтожить, дабы тайна оставалась неразгаданной. Все указывало на то, что самолет был не просто участником, а ключевым элементом в сражении, которое не должно было попасть в учебники истории. Неожиданные находки на борту. Исследователи продолжали изучение самолета с возрастающим любопытством и наткнулись на нечто совершенно неожиданное. Внутри одного из оставшихся отсеков они обнаружили контейнеры, которые, казалось, были изготовлены из материалов, не поддающихся идентификации. Эти контейнеры содержали артефакты и образцы, происхождение которых оставалось загадочным. Среди находок было несколько устройств, которые, по мнению экспертов, могли быть связаны с технологиями, о которых раньше даже не предполагали. Каждое из этих устройств было покрыто странной гравировкой, напоминающей шифр или код, который предстояло расшифровать. Кроме артефактов и образцов, в одном из ящиков хранились документы, написанные на языке или шифре, который никто из присутствующих не смог опознать. Эти документы были в отличном состоянии, как будто они были неизменны на протяжении десятилетий. В них упоминалось о миссиях и заданиях, о которых не существовало никаких данных в известных архивах. Этот факт заставлял экспертов задуматься о возможности существования целой сети секретных операций, скрытых от глаз общественности. Находка не ограничивалась только технологическими артефактами. В глубине отсека они обнаружили личные вещи экипажа, оставленные на своих местах, как будто те были вынуждены покинуть самолет в спешке. Все эти предметы являлись немыми свидетелями трагедии, которая произошла здесь много лет назад. Среди них были личные дневники и фотографии, запечатлевшие моменты из жизни людей, которые, вероятно, навсегда остались в бездне этих пещер. Каждый маленький фрагмент разгадок внушал еще большее количество вопросов о том, кем были эти люди и какие секреты им пришлось унести с собой. По мере того, как исследования углублялись, становилось ясно, что самолет, обнаруженный в пещерах, скрывал гораздо больше, чем можно было ожидать. Все это открытие обещало переписать известные страницы истории Второй мировой войны и раскрыть тайны, которые вряд ли когда-либо должны были стать достоянием общественности. Но что могли означать эти находки для понимания войны и ее неизвестных героев? Опасные артефакты и скрытые послания. Исследователи продолжали изучать загадочный самолет и наткнулись на нечто действительно неожиданное. В одном из отсеков они обнаружили контейнеры, которые, казалось, были изготовлены из материалов, не поддающихся идентификации. Внутри них находились артефакты и образцы, происхождение которых оставалось загадочным. Среди находок было несколько устройств, предположительно связанных с технологиями, о которых даже не подозревали. Каждое из этих устройств было покрыто странной гравировкой, напоминающей шифр или код, который еще предстояло разгадать. Документы в одном из ящиков были написаны на языке или шифре, который никто из присутствующих не мог распознать. Эти бумаги, удивительно сохраненные, упоминали о миссиях и заданиях, о которых не существовало никаких данных в известных архивах. Этот факт заставлял экспертов задумываться о существовании целой сети секретных операций, скрытых от глаз общественности. Находка не ограничивалась только технологическими артефактами. В глубине отсека были обнаружены личные вещи экипажа, оставленные, как будто они были вынуждены покинуть самолет в спешке. Среди них оказались личные дневники и фотографии, запечатлевшие моменты из жизни людей, которые, вероятно, навсегда остались в бездне этих пещер. Каждый фрагмент разгадок внушал еще больше вопросов о том, кем были эти люди и какие секреты они унесли с собой. По мере того, как исследования углублялись, становилось ясно, самолет, скрытый в пещерах, таил в себе гораздо больше, чем можно было ожидать. Найденные артефакты и послания бросали вызов известной истории Второй мировой войны. Но что означали эти находки для понимания войны и ее неизвестных героев? Кто был экипажем этого призрачного судна?
Один из самых интригующих аспектов найденного самолета — это его экипаж. Несмотря на десятилетия, прошедшие с момента их возможной гибели, исследователи смогли составить некоторое представление о тех, кто управлял этим загадочным судном. На борту было найдено несколько идентификационных значков и личных вещей, которые могли принадлежать членам экипажа. Однако странным оказалось то, что имена и символы на этих знаках не соответствовали ни одной известной базе данных. Как будто эти люди никогда не существовали в официальных записях. Внутри кабины пилотов исследователи обнаружили фотографии и личные документы, которые, к удивлению, содержали отметки и символы, больше напоминающие шифры, чем обычные надписи. На одной из фотографий были изображены несколько человек в униформе, которая не соответствовала ни одной известной армии времен Второй мировой войны. Это вызывает вопросы о том, какой организации они могли принадлежать и какие задания выполняли. Именно эти фотографии оказались ключом к пониманию, что экипаж мог быть частью секретной операции. Однако выяснить их точную роль оказалось невероятно сложным, так как ни одна из известных разведывательных служб тех времен не упоминает о подобных программах. Обрывочные записи из личных дневников, найденных на борту, проливают свет на то, что экипаж осознавал риск своей миссии и был готов пожертвовать собой ради ее выполнения. Каждый кусочек информации, найденный на борту, лишь добавляет загадочности. Имел ли экипаж связь с несуществующими миссиями и тайными организациями? Были ли они агентами, чьи задачи оставались скрытыми даже от высших руководств? Все эти находки позволяют предположить, что эти неизвестные герои, возможно, изменили ход событий войны, даже если о них не остались записи в истории. История экипажа. Неизвестные герои. Один из самых интригующих аспектов найденного самолета — это его экипаж. Несмотря на десятилетия, прошедшие с момента их возможной гибели, исследователи смогли составить некоторое представление о тех, кто управлял этим загадочным судном. На борту было найдено несколько идентификационных значков и личных вещей, которые могли принадлежать членам экипажа. Однако странным оказалось то, что имена и символы на этих знаках не соответствовали ни одной известной базе данных. Как будто эти люди никогда не существовали в официальных записях. Внутри кабины пилотов исследователи обнаружили фотографии и личные документы, которые, к удивлению, содержали отметки и символы, больше напоминающие шифры, чем обычные надписи. На одной из фотографий были изображены несколько человек в униформе, которая не соответствовала ни одной известной армии времен Второй мировой войны. Это вызывает вопросы о том, к какой организации они могли принадлежать и какие задания выполняли. Именно эти фотографии оказались ключом к пониманию, что экипаж мог быть частью секретной операции. Однако выяснить их точную роль оказалось невероятно сложным, так как ни одна из известных разведывательных служб тех времен не упоминает о подобных программах. Обрывочные записи из личных дневников, найденных на борту, проливают свет на то, что экипаж осознавал риск своей миссии и был готов пожертвовать собой ради ее выполнения. Каждый кусочек информации, найденный на борту, лишь добавляет загадочности. Имел ли экипаж связь с несуществующими миссиями и тайными организациями? Были ли они агентами, чьи задачи оставались скрытыми даже от высших руководств? Все эти находки позволяют предположить, что эти неизвестные герои, возможно, изменили ход событий войны, даже если о них не остались записи в истории. Загадочные технологии прошлого. Продвигаясь в изучении самолета, исследователи обнаружили нечто поразительное в его технологических особенностях. Самолет был оснащен приборной панелью с элементами управления, которые опережали свое время. Некоторые устройства на борту, подразумевалось, могли работать на неизвестных источниках энергии или принципах, не поддающихся современному пониманию. Каждое устройство было покрыто сложными символами, возможно, указывающими на их функции или происхождение. Несмотря на прошедшие десятилетия, технологии самолета оставались в поразительно хорошем состоянии, как будто те были упакованы и защищены для долгосрочного хранения. Инженеры, знакомые с историей авиации, были поражены сложностью и продвинутостью механизмов. Эти технологии значительно превосходили аналоги того времени, возможно, они были разработаны с помощью уникальных знаний, которые были скрыты от широкой общественности. На борту самолета обнаружили также несколько устройств, которые на первый взгляд напоминали радиопередатчики, но при дальнейших исследованиях оказалось, что их конструкция значительно отличалась от стандартных моделей. Это натолкнуло на мысль, что они могли быть использованы для передачи секретных данных или даже для коммуникации на далеко расстоянии. Возможно, с использованием частот, которые не были доступны для остальных воюющих сторон. Фрагменты записей, которые были найдены рядом с этими устройствами, содержали схемы и диаграммы, в которых использовались символы, которые никому не удалось расшифровать. Каждый новый артефакт вносил новые вопросы и оставался за пределами понимания современной науки.
Все эти находки позволяли предположить, что технологии, затерявшиеся в глубинах, могли бы изменить представление о том, как развивалась авиация и военные технологии во времена Второй мировой войны. Но настоящая ценность открытия заключалась в том, что каждая деталь, найденная на борту самолета, могла переписать не только страницы истории, но и текущие представления о возможностях инженерии того времени. Как находка может изменить нашу историю войны? Находка самолета в подводных пещерах вызвала настоящий фурор среди историков и исследователей, и теперь открывается возможность пересмотреть многие аспекты Второй мировой войны. Благодаря загадочным технологиям и артефактам, обнаруженным на борту, возникает вопрос о том, что эти находки могут рассказать о незадокументированных миссиях и секретных операциях тех времен. Некоторые из технологий, найденных в самолете, кажутся кардинально отличающимися от всего, что было известно в тот период. Это заставило экспертов задуматься о том, что если тогда существовали такие передовые разработки, могли ли они повлиять на исход войны, останься они в активном использовании. Артефакты и устройства, обладающие таинственными функциями, могут стать ключом к пониманию развития военной техники середины 20 века. Например, если бы их можно было внедрить в боевые действия того времени, возможно, войны развивались бы совершенно иначе. Эти технологии, оставшиеся неоткрытыми для основных воюющих сторон, могли изменить баланс сил и, возможно, предотвратить многие конфликты. Такие открытия, как радиопередатчики, работающие на неизвестных принципах, могли бы предоставить армии информацию и преимущества, которые были недоступны в реальности. Каждое новое открытие, сделанное в ходе исследования этого самолета, открывает двери для пересмотра не только исторических документов, но и понимания того, какие инновации были возможны в то время. Эти находки не только бросают свет на скрытые аспекты прошлого, но и заставляют задуматься о том, сколько еще тайн может скрываться в архивах истории. Таким образом, находка самолета в подводных пещерах может стать началом новой главы в изучении не только Второй мировой войны, но и общего понимания того, как современные технологии могли бы выглядеть, если бы они были доступны в прошлом.